группы, которые оказывают помощь в поиске ребенка. Как вы видите, там скопилось небольшое количество людей. Это группируют группы для образования поисковых групп. Их координируют, разбивает на группы, разбивает на квадраты поиска, чтобы это все движение не было хаотичным, а было все систематично. Как вы видите, да, вот волонтеры опять приносят воду, приносят еду. Неравнодушные люди не остаются в стороне, хоть какую-либо помощь оказывают, какую могут. Зарядил хоть что-нибудь? Киловатт ты даже... Отвечая на комментарии Эльмиры Башель, да, ваша помощь очень нужна нам, и других людей тоже призываю приехать и помочь, если у вас есть возможность. Из еды, я думаю, пока не надо, потому что много людей приехало и привезли разного рода пищи, воды, сладостей, то есть еды на данный момент хватает. Вот как вы сейчас видите, воды очень много, еды тоже очень много. Здесь стоит на столах и чай, и кофе есть, и сладкая вода, и не сладкая вода, лепешки, как ходит слух, и плов едет, консервы есть, поэтому из еды пока достаточно. Единственное, мы нуждаемся сейчас в людских ресурсах. Что с собой взять? С собой взять теплую одежду, так как поиски могут продолжиться до поздней ночи, а возможно и до утра. А ночь здесь прохладная, поэтому оденьтесь потеплее. Обязательно оденьте качественную обувь, хорошую, удобную, так как здесь в основном проходят пешие поиски, поэтому здесь очень много приходится ходить пешком, поэтому оденьте удобную, хорошую обувь. А также очень важный момент, возьмите с собой фонари или прожекторы, чтобы ходить и светить и искать мальчика, чтобы можно было освещать ночью. Да, здесь мы находимся в штабе. Здесь получается стоянка, то есть все прибывшие люди на поиски ребенка приезжают сюда, а их уже отсюда координируют по разным регионам, по разным точкам, по разным действиям, и они отсюда уже, это опорный пункт, то есть отсюда они уже назначаются задачами, и они отсюда уже идут действовать по тем задачам, которые им дали. Также сюда приходит, это привалочный пункт. Те люди, которые совершали поиск, они приходят сюда, чтобы отдохнуть, перекусить, да, и дальше продолжить поиск. Поэтому здесь вот на данный момент небольшое количество людей. Почему? Потому что постоянно происходит прилив и отлив людей. Те люди, которые побывают для помощи поиска, или те, которые приходят с поисков, они приходят сюда, и отсюда уже координаторы поисковых групп распределяют их по разным задачам и по разным регионам.
Как я говорил ранее, здесь байкеры присоединились к поиску пропавшего ребенка. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как происходили поиски? Вот вы на мотоциклах ездили, как ездили? Как вообще проходил поиск пропавшего ребенка? С 3 утра начинают снимать пути, конечно, полностью добирались, не искали. Полностью прочесали все леса, вдоль километров на 10-15 полностью радиус. Но нами именно лично было прочесано. Как бы еще много людей проходило и много машин. Территория прочесана очень сильно. Никаких результатов нет. Спасибо. Как слышали со слов мотоциклистов, которые пришли помочь в поиске ребенка, они на своих мотоциклах заняли дальний радиус поиска на своих транспортах и просматривали дальние опушки леса, дальние районы этого поселка, но, к сожалению, никаких результатов пока нет. Как вы видите, все больше и больше людей приезжают, количество машин все больше и больше увеличивается, но людей, стоящих возле штаба, мало. Это говорит о том, что очень большое количество людей находится в поисках, находится в пути, в поиске пропавшего ребенка. Сюда приходят подкрепиться, передохнуть, и чтобы их скоординировали по задачам, по которым они должны двигаться. Как вы видите, волонтеры все больше и больше начинают вести питье и еду для оказания пропитания поисковым группам. Очень большое количество воды и еды привезли уже. Как вы видите, здесь очень много воды. Просто сотни литров воды, очень много сладостей, очень много хлебобулочных изделий, кофе, чай и другие напитки. Спасибо большое волонтерам. Да. Штаб является и привалочным пунктом. Как вы видите, люди приходят сюда перекусить, посидеть немного в тени, передохнуть, чтобы дальше продолжить поиски ребенка. Со слов соседей,
пропавшего ребенка комментирует то, что этот ребенок никогда не оставался без присмотра, потому что у него есть и бабушка, и дедушка, и мать, которые никогда не оставляли его без присмотра. И он сам был так воспитан, что он не уходил на другие районы этого поселка, а всегда игрался в песочнице возле дома. Поэтому привычки у него выходить, убегать из дома не было. Я снял уже все. Со мной же не пойдешь. Вместе хотим. Вот мы сразу взяли. Ты дальше, я дальше. Надо это сделать. Я сейчас петлю принесу, а то звук плохо слышу. Блин, в машине была. А машина. Қырым cennet дегіл достар. Берілсе де Алладан, мында чоқтан не үрейлер, не мелеклер қалмаған. Қырым cennet дегіл достар, сіз cenнетке қызмаңыз, алландырып, бағландырып, ялан ресім сызмаңыз. О, тек қара деңіз дегіл, сазылығы бар, гөлі бар, суындан туз дамы келген, қавырап қалған чөлі бар. Дүлбер олып көрінсе де, қарағындан тышындан, қасым айы кірген. Насчет больницы, насчет психической больницы, которая находится недалеко, мы спрашивали у координатора поисковых групп, они сказали, это стандартная процедура, то есть они в первую очередь проходят по этим заведениям, по этим зданиям, поэтому это нахождение мальчиков там исключается. Для тех, кто только присоединился и не в курсе происходящего, напоминаю, что вчера, 24 июля, в Симферопольском районе, поселке Строгановка, пропал 3-летний мальчик.
Сулейманов Муса. И в районе 17-18 часов и до этого момента его местонахождение до сих пор неизвестно. Его приметы: 110 сантиметров роста, светлые волосы, карие глаза, был одет в серую футболку и темно-синие шорты и в белых тапочках. Очень много техники и людских ресурсов задействовано в поиске этого ребенка. Ночью было около 3000 людей, которые приехали с разных регионов Крыма, дабы помочь в поиске ребенка. Также здесь орудуют спасательные службы, Следственный комитет и МЧС. Также здесь и волонтеры поисковых групп. Также очень много людей приехало помочь в поиске ребенка. На данный момент мы находимся возле озера, которое находится недалеко от точки пропажи ребенка. Уже в 3-й раз здесь орудуют уже водолазы и ищут, сканируют дно озера. Они ночью сканировали, сегодня утром, и вот на данный момент также продолжают искать, сканировать дно озера. Вариант похищения тоже не исключают. В этом направлении также работают как мы видим, часть озера густо выращенный камыш. Ну, как видите, вот здесь вот есть тропиночки. Это следы людей, которые ходили здесь в поисках ребенка. Вчера ночью здесь ходили, так как здесь это озеро находится очень близко к точке пропажи ребенка. Поэтому одной из первых задач при поиске ребенка это было сканирование этих камышей. Поиски ведутся активно. Были подключены квадрокоптеры, сканеры, тепловизоры, кинологи с собаками. Сегодня также пришли неравнодушные люди, организовывая поисковые группы с лошадьми. Мотоциклисты также с 3 часов ночи начали производить поиск на дальних радиусах возможности, на дальних радиусах квадрата. Но в основном поиск ведут пешим ходом. Поэтому те люди, которые хотят приехать и помочь в поиске ребенка, возьмите с собой теплую одежду, так как поиски могут продолжиться до поздней ночи. Также возьмите с собой удобную и прочную обувь, так как здесь скалистая местность, и поэтому хождение здесь, возможно, будет затруднительным. А также возьмите с собой обязательно в порядке средства освещения, фонари, прожекторы или другие осветительного рода характера предметы. Потому что поиски могут продолжиться до не то что поздней ночи, а до утра.
Поэтому кто обладает возможностью приехать и помочь, мы просим вас приехать. А те, кто не может приехать по тем или иным причинам, можете по возможности скачать фотографию листовок на странице Крымской солидарности в социальной сети Facebook и распечатать их и обклеить их столбы, автовокзалы, магазины, парки, то есть там, где проходит большое количество людей, и этим самым помочь нам в расширении радиуса поиска. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении мальчика, либо возможная информация о том, что он находится там, то вы можете сообщить об этой информации координаторам поисковой группы, поисковых групп. Номера телефонов у них есть на странице в Фейсбуке Крымской солидарности. Там есть их номера телефонов, вы можете связаться с ними, и они вас уже проконсультируют. Каждая мелочь нам важна. Уже более 18 часов мы не можем найти ребенка. Ему 3 года. Поэтому каждая малейшая информация может послужить ключевым моментом в нахождении мальчика. Народ руки не отпустил, они также продолжают искать, не теряя надежды, продолжает искать, разрабатывает новые варианты, новые квадраты поиска, расширяет радиус поиска, обговаривают эти варианты и приходят к действию. Ай, черт. Yok hafta değil. Отвечая на комментарии Андрея Тарасова насчет фотографии, вы можете пройти вверх по комментариям, и там есть несколько ссылок, фотографии и листовок мальчика. Кто местный с этих улиц? Кто улицы знает? На данный момент организовывает поисковую группу. Сейчас будет назначать ими задачами.
Отвечая на комментарий, на вопрос Олега Шарбаева, радиус поиска уже увеличен очень много. Утром он был на 25 километров в радиусе. На данный момент рассматриваются уже другие районы, уже не поселка, а города. Почему? Потому что этот ребенок мог сесть в маршрутку и уехать в направлении как Куйбышевский рынок, район Майерина, район Бородина. То есть вот эти все варианты рассматриваются. И эти варианты уже были осуществлены, то есть этот поиск уже велся по этим регионам. На данный момент рассматривают все варианты, даже те варианты, которые имеют очень маленький шанс. Поэтому вариант с маршруткой тоже не исключают. Со слов кинологов, собака взяла след, пробежала 400 метров от дома, побежала в сторону города, и там уже дальше она потеряла след и вернулась обратно на точку пропажи ребенка, то есть в дом. Уважаемые зрители, не оставайтесь в стороне, помогите нам всеми возможными вариантами, такими даже как
могут приехать и помочь нам в поиске, и такими даже как расклеить листовки с фотографией ребенка в разных местах, в разных общественных местах, чтобы это ускорить и увеличить зону поиска ребенка. Эти листовки можно будет найти на странице Крымской солидарности в социальной сети Facebook. Каждая мелочь для нас важна. Если вы обладаете какой-либо информацией, или даже если вы обладаете какой-нибудь предположительной информацией, вы можете обращаться по номеру телефона координатора поисковой группы. Телефон можно найти на странице Facebook, на странице Крымская солидарность. Там есть номера телефонов поисковых координаторов поисковых групп, которые вас проконсультируют. Как вы видите, от молодых до стариков не остались в стороне и приходят оказать хоть какую-либо помощь. Чуть-чуть, я отдохну чуть-чуть, дай. А где это серый Масуд? Ехал на восьмерке? Он и... Тенге спасибо, помогал. Тенге. Вот есть новости какой-нибудь? А, вот, я это сказал. Вы послушайте, я к вам помогу. А мне ничего не сказать. А то, что вы общаетесь. О, у меня 10% осталось. Здесь лисы, волки есть? Лисы, волки есть? Лисы, волки есть? Волк, лисицы есть? Отвечая на вопрос о хищных зверях, находится ли здесь на этой местности, то проживающий здесь человек говорит, что такие хищники, как лисы и волки, здесь не обитают. Поэтому этот вариант исключается, то что его могли загрызть хищные животные. Нельзя вырубать. Братан, ты знаешь, сколько людей смотрит? Нельзя вырубать. А, Павел воткнуть, там 10%. Давай сюда Павла. Вон. Ваш Павла бандит. Там забрал.
Как ты, брат? Ты доволен фонариком? Да вообще. А? Да? Всё, зарядка у меня, о, машина вон там. Ну я на зарядку поставил, там какой-то шнур себе дома нашел. Все, Андрюх, все. А у него нечему такие. Потихоньку проезжайте, не скажете.
прекращаться, пока не найдутся. А в каком порядке это будет проходить? Все описывается. И каждый час увеличивается. И получает по всем направлениям установки, все, которые службы, возможные варианты мотивации, они все рассматриваются, отрабатываются и путем служб наших, общественности, волонтеров, районов всего, которые все жители района, прокуратура и полиция. Более общие, конечно, проблема серьезная. Бывало, что часто у нас такое бывает, что находились в течение полдня, там, 3-5 часов. А сегодня странная ситуация для всех нас, конечно, большая проблема. Я думаю, что служба отработает. В ближайшее время информация будет. А это получается не первый, да, такой случай, как бы в вашей практике? Нет, дети бывают обычно, они не предупредили родителей и ушли куда-то. Но такого еще не было, чтобы сутки не находить, еще суток нет, но будем надеяться, что все-таки нет. Спасибо огромное. Просто, я буду собирать. Я просто есть. Надо руки белкать. Знаю, кто вот телефон есть. Попробуй мне это. Мы видим, расставили солдат по улице, раскидали. То есть, я так понимаю, они сейчас прям будут идти по участкам, по дворам. Народу все больше и больше прибывает. Напомню, что вчера в доме семьи Сулеймановых в поселке Строганово Симферопольского района по улице Азатных 8 пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова, Муса Сулейманов. Весь вечер, всю ночь и до этого времени продолжаются поиски. Пока безрезультатно. Работают службы МЧС, работают
МЧС, водолазы, кинологи приехали. Приехало очень много людей. Не останавливало их то, что ночью было холодно, было темно, устали, приехали другие, разбивались на группы для поисков. Ассаляму алейкум. Крымская Солидарность в прямом эфире. Можете сказать, откуда приехали, какие на данное время есть информация, какая есть? Мы с ребятами приехали с Советского района. Только что подошли к палатке. Координатор вышел, формирует группы. Сейчас сформировали группу, проинструктировали и отправили вести формировать следующую группу, чтобы записаться и уже следующей группой выйдем там с инструкторами прочесывать очередной район. Пока вот в ожидании. Салонс. Ay gidi Tatar yaşları okumaylar. Erenlerge eş olup yol kuvmaylar. Başta akıl olganda közde karuv, görmey, bilmey yaşamaktan utanmaylar. Ay gidi Tatar yaşları okumaylar. Okusalar kimseden kem kalmaylar. İstanbul'da, Paris'te birinci bola. Japonlar da olar gayet almaylar. Ay gidi Tatar yaşları. Yok başları. Tölermen törde ösken yolbaşları. Yolbaşları bolmaganda horluk görüp kayda barsa tökeler gözyaşları. İster edim halkımны dağılmayıp birleşkenin. Aziz vatan toprağında bir kalmayıp yerleşkenin. Bir yakadan baş çıkarıp vatan için küreşkenin. Ecdadların toprağında serbestlikке erişkenin. Bir-birinin utanmayıp öz tilinde laf etkenin. Kartlarımız seçken yoldan gençlerimiz ketkenin.
hareketini devam etip maksadına yetkenin, bir tutkan kuruşumuz neticeli bitkenin. Beğenmeyim savap işdep günahlarga batkanını, halk gayesini ret etip hep kenarga atkanını. Benim evim kenarında dep ayak sozup yatkanını, halk kureşin usulunu düşmanına satkanını. Pek isteyim yurtumuzda milletimnin artkanın, istemeyim herkes ozun arabasını tartkanın. Beğenerim milletine iyi işler yapkanın, oz halkının paylaşkanın, ellallıkla tapkanını. İster edim halkımızını biz kırımız degenin, doğru yolunu terk etmeyip neticege kelgenin. Kokte uçkan seme deşne yerge ebed ergenin. Avam halkını doğru yolga kaytmasını bilgenin. Arzulayım milletimnin ayakka tez turganın, Kırım adlı vatanını milli devlet kurganın, karşısına düşman çıksa onu derhal urganın. Была группа детей, мы подъехали, там был очень похож мальчик, прям очень, тоже был светленький, светлый такой. Выглядел на 3 года мы сейчас вот стоим на штабе. Такие синие, там где мы и были. Такая серая футболка, но у него были такие синие кроксы и желтая кепка. Хорошо. Мы подошли, получается, спрашиваем женщины, типа, здравствуйте, типа, вот не видели? Они говорят, нет, вы уже третий. И я, получается, смотрю на этого мальчика, думаю, ну вот, реально очень сильно похож. Она вот так сзади подходит, становится рядом с ним, мы только разворачиваемся, и она его быстро уводит. Мы не успели просто спросить, как его зовут, да, она могла сказать. Лучше ошибиться и перепроверить. Вот только что вот мы бежали. Нет, там мы просто не знаем, куда. Поступает разного рода информация, но ее всю информацию надо перепроверять. Выезжают, смотрят, проверяют камеры, проверяют площадки детские, где, возможно, их видели, ну, мусу могли видеть. Девушка рассказала, что был мальчик, похожий по одежде на Мусу. Сейчас сюда выдвинулись для проверки.
когда люди нужны, отправляют одну за другую группы для поиска. Все, кто может принять участие в поисках, приезжайте по адресу поселок Строгановка, улица Азатлык, 8. Многие люди за ночь устали, отдыхают. Сейчас что-то решается по поводу той ситуации. Есть координаторы, которые этим занимаются. Сейчас назначат людей, чтобы проверить эту информацию. Стоять! Тот, кто видел это, стоять! Вон девочка. Вон девочка села с ним, которая видела. Снимите, который его родной дедушка. Может, не помешало бы? Олег, вы что, тянете специально, что ли? Давайте. У мотоциклиста в номер телефона. Ну, поступила информация от девушек, которые на конях, на лошадях были, то, что видели на детской площадке наверху похожего мальчика. Сейчас родного деда посадили в УАЗик. Этой девушки, они поехали, чтобы удостовериться. Группа мотоциклистов и машина кинологов выехали .
Ну, сейчас уехали люди для проверки информации. Пока не будем делать выводов. Военные пошли с шеренгой для повторного прочесывания территории. А после того, как приедут, будем уже, скажем, пустая делать, или они ошиблись. Что говорить? Просто походить туда-сюда. Долго? Брат, курей, Хорошо, разобрались. Напомню, мы находимся в селе Строгановка Симферопольского района. Здесь продолжаются поиски Мусы Сулейманова, сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Люди со всех уголков Крыма съезжаются, чтобы помочь в поисках, остаются неравнодушными. Мы сейчас на данный момент находимся возле штаба. Для людей здесь организовали кофе, чай, воду, чтобы как по прибытию с поисков люди отдыхали. Напомню, вчера после обеда трехлетний Муса Сулейманов потерялся. До сегодняшнего момента, где он, неизвестно. Продолжаются поиски. Люди организовывают пешие отряды на мотоциклах, на лошадях даже здесь появились люди. Обходят все окрестности Строгановки в поисках мальчика.
Крыма продолжают прибывать для помощи в поисках мальчика. Ориентировочно с 6 часов вечера вчерашнего дня местонахождение мальчика неизвестно. Родные и близкие, а также неравнодушные люди в поисках мальчика. Все, кто желает помочь в поисках, приезжайте в село Строгановка. Место сбора улица Азатлых, 8. Адрес дома, да, этого мальчика. Прямо здесь рядом находится штаб, где раздают указания, куда двигаться, в каком направлении искать и так далее. Джимат не остается в стороне. В трудную минуту протягивает руку помощи. Напомню, с 6 часов вечера вчерашнего дня место нахождения мальчика неизвестно. И до этого момента место нахождения мальчика неизвестно. Организовали поиски всю ночь. Люди неравнодушные с разных уголков Крыма приезжали, помогали в поисках, но пока безрезультатно.
Вот неравнодушные люди привезли продукты для тех людей, которые откликнулись на беду и помогают в поисках мальчика. Привозят продукты питания для того, чтобы люди могли поесть и снова продолжить поиски. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды әлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? 1000 жан кетсе феда olsun ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыдыр. Утаныңыз эфенділер, егіңіз башларыңызны. Тітрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз жықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз эфенділер, ғай болған рухыңыздан утаныңыз. Байрақны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Воды допить можно, да? Банки, если надо, я сейчас еще одну банку сегодня найду. Привезли еще воду, привозят машины за машиной. Неравнодушные люди помогают в поисках. Кто в провизии, кто
А поисками сами непосредственно участвуют. Сейчас вот возвращается та машина, которая поехала проверять информацию. Постараемся узнать. Вот сейчас постараемся узнать, приехала машина, подтвердилась ли информация или нет. Здравствуйте, Крымская солидарность в прямом эфире. Подтвердилась информация? Нет. Нет, да? Информация не подтвердилась. Салам алейкум. Информация не подтвердилась, да? Ну, не видели, да? Эту женщину не видели тоже. А там, кто на площадке был, они... Никого не было. А, не было никого? Ну, она ушла туда. Да, вот, поехали, не нашли. Я кто-то там говорит, это не подтвердилось, но я сам не видел. Там я ничего не видел. Повторите, пожалуйста, вопрос относительно машины. Не успеваю за вашими комментариями. Привезли очень много воды, очень много еды. В 7 часов будет пересменка, то есть все те, кто могут приехать, чтобы заменить тех, кто будет здесь почти
сутки. Приезжайте, заменяйте, возьмите с собой пауэрбанки, освещающие приборы, фонарики, теплую одежду, чтобы далее продолжить поиски. Мы надеемся, что к этому времени поиски закончатся и мы Мусу найдем, но все же меня, братан, страшно бить. Сана Джемилева не понял, что прочитать. Относительно машины, которая выезжала со Строгановки, я сказать ничего не могу, так как не владею этой информацией. Если что-то будет известно, я обязательно сообщу. Сейчас мы возьмем у координатора поисков. Ассаламу алейкум. Расскажите, на каком этапе, какая информация вообще есть
для людей продолжается ли сейчас поиски, как это было ночью? На самом деле работа она не отличается, что от вчерашнего, что от сегодняшнего. Также работают МЧСники, кинологи, они сейчас запускают квадрокоптеры. Результатов не дало вчерашняя работа и сегодняшняя. То есть она одинаковая на двух этапах. Также собраны люди, также они работают. Получается, мы сейчас стоим уже, грубо говоря, скоро будет как сутки на одном месте. И нет результата ни положительного, ни отрицательного. Поэтому будем надеяться на лучшее и приложим больше усилий, потому что новые прибывшие люди, может быть, у них получится увидеть ребенка, потому что это тоже, как говорится, смерть кому-то, кто сможет найти. Но надеяться на лучшее. Allah razı olsun. Честно, даже не знаю, что делать, куда идти, какие искать. Да, люди также ходят по окрестностям, как нам сказал координатор поисков Мухаммед, что работа что ночью, что днем ничем не отличается. Также прочувствуются новые территории, прибывают новые люди со свежими силами. Быть может, кто-то ночью не заметил. Сейчас более легкие условия для поиска, нежели ночью. Повторно проходятся те же самые территории. Группа из мотоциклистов прибыла.
Мухаммад, придется тебе пауэр свой дать. Временно. Чей? Твой пауэр. Смотри, брат. Я снимаю с себя ответственность. Нет, братан. Подожди, я походу я попал на Хорошо. Ты можешь пойти в машину кинуть. Или вообще надо поехать на зарядку бросить, да, его? Да. Давай, начнем. Давай. Мой тоже. Нет, я все сука. Она походу вот это ничего там не закинет. Напомню, что вчера пропал мальчик 3 лет, Муса Сулейманов, сын политзаключенного Руслана Сулейманова. В районе 5-6 часов по адресу поселок Строгановка, Симферопольского района, улица Ангелов, 8. Первые несколько часов пытались местные своими силами найти, но после уже массово люди начали приезжать на помощь, чтобы участвовать в поисках Мусы Сулейманова. Хаджи Герай Кырым ханлыгыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Кырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü.
Исмаил Гаспринский Терджиман газетini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым татар милли курултайını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Постараемся в следующем прямом эфире это сделать с перемоткой. Пока не прерываемся, пока ведем. Делайте туа, чтобы Мусар в ближайшее время нашелся, чтобы с ним было все хорошо. Мы надеемся на это, увидеть Мусу, увидеть его родных с улыбкой, с радостью.
будет собираться опять группа для поиска. Нет, еще ничего не известно. Поиски продолжаются почти что сутки. Пока все безрезультатно. Напомню, что вчера в поселке Строгановка Симферопольского района пропал 3-летний мальчик Муса Сулейманов, сын политзаключенного Руслана Сулейманова. Поиски продолжаются почти что сутки, начиная с ночи. Группами отправлялись по секторам. На место прибыли службы МЧС, кинологи. На группы. Координаторы их отправляли по секторам. Те, кто собирается ехать на поиски, если Мусу не найдем, то в 19:00 будет своего рода пересменка. Те, кто были днем, ночью, они выйдут на отдых, и их нужно будет заменить. Кто будет ехать, пускай берет с собой теплую одежду, берет с собой освещение, фонарики. Пускай берет с собой пауэрбанки, одевает хорошую обувь, так как нужно будет ходить по бездорожью. Еще больше воды стало, привозят машины за машиной. Спасибо всем тем, кто откликнулся на помощь.
Машины за машиной подъезжают, оставляют паки с водой. Все, те, кто могут приехать сегодня для продолжения поисков, напомню адрес, по которому приезжать. Это поселок Строгановка, Симферопольский район, улица Азатлык, 8, Кукурузное поле. Здесь расположен штаб поиска, откуда формируются и отправляются поисковые отряды. Что это? Записаться добровольно. Ondan sonra bizim kardeşimizin tapılması için, sahselemesi, bilgi kaçması için dua olacak. Через несколько минут будет чтение Корана, после чего сделаем дua, иншаллах, чтобы наш младший брат нашелся в целости и сохранности и вернулся к своей семье. Сейчас будет читаться Коран и будет делаться дуа, мольба к Богу за Мусу, чтобы он в скорейшее время нашелся здоровым. Можно людей попросить, они подойдут? Это, ага, у вас продукты, да?
Началось чтение Корана. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım Allah'ım 99 ismin var. Ya Rabbim haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle. Haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın. Yardımın ile. Sürgünden hayttık. Endi halkımız haramında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırımımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin.
والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka apsxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa қараман oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما Сейчас координатора ищу. Как только найду, я передам о том, чтобы он дал объявление относительно Рустема Курносова, которого ищет. Пока я его не вижу.
почему-то. Абдулла, ты в прямом эфире. На данный момент ничего еще не изменилось. Все так же идут поиски пропавшего ребенка, который пропал вчера в отрезке от 17 до 18 часов. До сих пор вестей об этом ребенке нет. Были разные версии. Было версий много, но все версии уже проверили. Эти версии никаких результатов не дали. Сейчас мы направляемся к озеру. Там недавно орудовали водолазы. Можно будет узнать некоторую информацию. Осталось совсем немного времени, и будет уже ровно сутки, как пропал малыш. С тех пор уже еще нет у нас никакой информации о местонахождении. Напомним, что в поселке Строгановка Симферопольского района вчера в отрезке от 17 до 18 часов пропал 3-летний ребенок, мальчик. Приметы: рост 110 сантиметров, светловолосый, карие глаза, был одет в серую футболку и темно-синие шорты в белых тапочках. На данный момент местонахождение мальчика до сих пор неизвестно. Зовут его Сулейманов Муса. Как видите, вот здесь вот привезли уже лодочку. Будет на лодке смотреть озеро. Хотя здесь уже 3 раза, если я не ошибаюсь, водолазы сканировали дно этого озера. Все больше и больше людей начинает съезжаться для поиска мальчика. Люди не теряют надежды, все равно начинают ехать с разных уголков Крыма, чтобы участвовать в поиске пропавшего ребенка. Озеро нет небольшое, озеро диаметра где-то 35-40 метров. Глубиной не знаю, но она тоже вроде не сильно глубокая. Единственное, что здесь есть, это вот есть вот на окраине, это густо выросшие камыши. Но они опять-таки здесь тоже просканированы. Люди там вон, много видно дорожек, тропинок, которые образовались после того, как люди проходили и искали их ребенка.
кого есть возможность прийти и оказать помощь в поиске мальчика, то будем очень рады вас видеть. Кто же не может приехать, то по каким-либо причинам, пусть с места жительства, с места работы, развесит листовки. Листовки можно скачать на социальной сети Facebook, на странице «Крымская солидарность». Там есть фотографии листовок этого мальчика, и расклеить по общественным местам, магазинам, автовокзалам, везде, где есть, ходят люди. Каждая малейшая информация будет там полезной. Как видите, ни женщины, ни пожилые люди не остались дома и пришли хотя бы оказать малейшую помощь. Если кто знает о местонахождении этого мальчика, либо знает приблизительное возможное местонахождение этого мальчика, просим обратиться по номеру телефона координатора поисковых групп. Номер телефона его можно найти на странице «Крымская солидарность» в Фейсбуке. Там есть номера телефонов координаторов поисковых групп. Очень много техники было подключено к поискам. Это и квадрокоптеры, это и квадроциклы, это и мотоциклы, это и автомобили, это и тепловизоры, это и сканеры, то есть очень-очень много. И людских же, конечно же, ресурсов было много использовано. Вчера около 3000 людей были на поиске этого мальчика, которые приехали с разных уголков Крыма. Сегодня же люди начинают собираться и собираться. Здесь мы на данный момент находимся в штабе, привалочный пункт, куда люди, которые приехали помочь, чтобы найти ребенка, приезжают сюда, а отсюда их уже координируют и отправляют по разным районам и с определенной задачей. И другие, которые уже вели поиск, они приходят сюда для перевала, для того, чтобы поесть, попить и чуть отдохнуть и дальше продолжить поиск. Как вы видите, волонтеры, неравнодушные люди в стороне не остались, привезли очень-очень много воды, еды, какой хотите, и пирожки, и лепешки, и пиццы, и бутерброды, кофе, чай, сладкое, хлебобулочные изделия, то есть очень много еды привезли. Как вы видите, там вот находится очень много воды, то есть люди не остались в стороне и оказывают какую-либо помощь, которую могут. Отвечая на вопрос Татьяны Блажко, да, обращались уже со вчерашнего вечера. Здесь уже работают органы МЧС России. Вон она прямо МЧС России, там палатка уже тоже, штаб разбили. Также здесь работают спасательные отряды. Также здесь работает Следственный комитет. И опять-таки также работают волонтеры по поисковым группам. Лиза, Альберт, и также немаловажную помощь приложили сами люди же, когда они пришли в количестве более 3000 человек и производили поиск в темное время суток, выстраивая шеренги, цепи и расстояние между людьми, чтобы было 2 метра. И так вот производили поиски. Кто хочет приехать, помочь, чтобы поискать, наша рекомендация взять очень удобную обувь, так как здесь скалистая местность, надо будет, основная работа здесь пешая, получается, поисковые работы происходят в пешем виде. И также тепло одеться, так как вечер здесь прохладный. Ну и также очень-очень важная вещь — это фонари, соответственно, батарейки, то есть прожектора, с тем, что можно светить и освещать территорию.
Да, сегодня был объявлен сбор на 19:00, дабы заменить тех людей, которые уже сутки проводят здесь, ну почти сутки проводят здесь в поиске малыша. Недавно организовались опять поисковые группы, их отправили опять по разным локациям, дабы осуществить поиски. Кинологи, да, они были еще вчера задействованы. Собака вчера взяла след, ну это со слов кинологов опять-таки, взяла след и пошла в сторону города. Прошла где-то 400 метров, и там она уже потеряла след и обратно вернулась к точке похищения, точке пропажи парня, ребенка. Опять-таки повторяюсь, это является штаб и привалочным пунктом. Здесь люди отдыхают после произведения поисков, потом заново набирая сил, пообедав, перекусив, дальше отправляются на поиски. И те люди, которые приезжают, только приехали для поиска, они приезжают сюда, и здесь их уже расформировывают их небольшими группами, поэтому каждый ждет очереди, поэтому кажется, что здесь скопление людей, но на самом деле здесь приходит прилив и отлив людей, то есть поступают люди и отсюда и отступают тоже люди на поиски мальчика. Версий много, и та версия, то, что его украли, это тоже не исключение. Как вы видите, мы находимся вокруг небольших гор. Вот вдалеке есть небольшая опушка леса. Вот слева от нас тоже есть небольшая опушка леса. Отсюда, с этой стороны, тоже есть небольшая опушка леса. Это вся эта роща была еще вчера ночью пройдена людьми. Каждый кусочек, каждый метр был просмотрен. Люди специально шли плотно друг к другу, чтобы интервал их не был более 2 метров, чтобы не пропустить никакой камушек, никакую ямочку. А сегодня уже с утра, когда возобновили дополнительные поиски, уже координаторы сказали, да, чтобы идти дальше в дома, уже в частные сектора, чтобы просить хозяев домов, чтобы они могли войти и просмотреть подвалы, чердаки, канализационные ямы, там, или другие какие-нибудь ямы, или под забором. Вдруг малыш, он мог устать, да, и прилечь там в ямочке от испуга. Так как здесь очень много людей ходило и кричали его имя, он мог от испуга убежать и запрятаться где-нибудь в яме. К сожалению, этому тоже результатов никаких не дало. Мы также дальше продолжаем поиски ребенка. На данный момент никакой информации нету, то есть все так же продолжаются поиски, никакой дополнительной информации нет. Просто некоторые варианты уже исключаются.
радиусе 10 километров уже прошли каждую пять земли, просмотрев каждый уголочек, каждую ямочку, каждую веточку, каждый кустик, чтобы не пропустить. Также дальше работают люди, которые приехали на мотоциклах, они просматривают дальний радиус обзора. То есть проводят поиск по дальнему радиусу поисковой территории. Как вы видите, к нам подключились также для поиска и конные отряды. Сейчас приблизительно хочу показать карту, где мы находимся. Вот, если вам хорошо видно, мы находимся вот здесь вот, а это вот площадочка, то есть расстояние не сильно большое, то есть вот здесь вот находится мечеть, а вот эта вся территория, то есть видите, зеленым отмечено, это все леса, это опушечки, это тоже леса, здесь вот водохранилище есть, вот это вот, то есть вот эта вся территория, улетел листочек, то есть вот этот весь прямоугольничек был полностью уже просмотрен, и даже вот это водохранилище, которое находится рядом, там ведется работа по поиску мальчика, то есть орудуют водолазы. Это Симферопольский район, поселок Строгановка. Радиус, да, увеличили его еще и утром, и дальше, ну, можно сказать, весь радиус это уже Крым. Почему? Потому что неравнодушные люди скачали фотографии парня Листова, которые были в социальной сети, и расклеивают по разных районах Крыма. Мы благодарим им за эту работу, ведь они оказывают очень большую помощь в содействии поиска мальчика. Да, вот мы находимся в этом районе, где пропал мальчик. То есть вот его дом. А вот здесь вот он, последнее местонахождение парня. Здесь вот есть песочница, в которой он играл. Со слов соседей, мальчик никогда не оставался без присмотра. То есть у него есть бабушка, дедушка, мать, и он, ему всего лишь 3 годика, поэтому они никогда его не оставляли без присмотра. И сам мальчик, он не был из таких, который мог убегать в другие районы, чтобы поиграть там с другими детьми или просто просмотреть другие районы. Он был очень спокойным и тихим мальчиком. Он игрался именно вокруг своего дома, возле своей песочницы, возле дома, которая находится. Квадрокоптеры уже действовали. На данный момент я не знаю, они действовали или нет, но вчера они орудовали. Орудовали также тепловизоры.
Отвечая на комментарий Динары, да, здесь есть несколько магазинов, у которых есть камеры видеонаблюдения. Уже были просмотрены эти видеозаписи, но никакого результата нет. Также были просмотрены записи видеокамер с автозаправки, но также результатов пока нету. Да, здесь не только у соседей, но в радиусе 5-10 километров уже здесь в частные дома уже приходили люди и просили просмотреть все чердаки, подвалы, колодцы, канализационные ямы, ну, везде, где ребенок мог прийти, присесть и уснуть или, испугавшись, спрятаться. То есть вот эти моменты все уже просмотрелись. Отвечая на комментарий Дилраба Абдурахмановой, со слов соседки, сегодня мы брали интервью у соседки, матери пропавшего ребенка, она говорит, эти родители, то есть мать, отец этого ребенка, он сейчас находится в заключении, его задержали 1,5 года назад. И соседка говорит о том, что родители и бабушки и дедушки этого мальчика, они никогда не оставляли без присмотра этого мальчика. То есть бабушка, дедушка и мать этого ребенка, они постоянно следили за этим ребенком. Да и сам ребенок, он был тихий, он не уходил на другие районы поселка, чтобы поиграть там с другими детьми. Нет, он лишь игрался возле площадки, которая находится возле дома, и никуда не уходил. Для тех, кто только присоединился и не знает, в чем происходящая ситуация, то напоминаю, что вчера в 17-18 часах был потерян ребенок, и до сих пор о его местонахождении нет. Ребенка 3 года, рост у него 110 сантиметров, светловолосые, карие глаза, был одет в серую футболку, темно-синие шорты и в белых тапочках. И с того времени уже прошло почти сутки, до сих пор нету известий, где находится этот ребенок. Много версий просмотрели, несколько версий уже исключили, но дальше происходит поиск этого ребенка. Очень много людей приехало, чтобы помочь в поисках этого ребенка с разных уголков Крыма. Также здесь есть МЧС России, работает, спасательные службы, волонтерские группы по поиску пропащих людей. Также работает здесь те людские ресурсы, которые пришли с разных уголков, чтобы помочь найти ребенка. Также здесь много задействовано техники, это как квадрокоптеры, потом были также сканеры, тепловизоры здесь находятся недалеко озера. Здесь уже 2 раза был произведен сканирование дна озера водолазами, поэтому исключили вариант нахождения его в озере.
Здесь вот под палаткой координаторы поисковых групп. Стратегию делить, водить. Со вчерашнего вечера поиски не останавливаются. Идет постоянный поиск, постоянный поиск. Люди друг друга меняют, люди приходят, чуть отдохнут, поедят, и дальше опять-таки выдвигается путь. Люди не остались в стороне и принесли много воды, еды. Да, очень много воды привезли. Спасибо вам большое. Как вы видите, да, лепешки, сладкое, хлебобулочные изделия. Очень много еды привезли. Здесь вот привалочный пункт. Люди после поисков отдыхают, перекусывают и дальше идут на поиски мальчика. В городе тоже поиски велись, уже ночью поиски велись. Так как рассматривалась та версия, что он очень маловероятная версия, но все равно, чтобы ее исключить, все равно провели просмотр этой версии и то, что он мог сесть в маршрутку и уехать в город. Поэтому ближайшие районы были просмотрены. Опять формируются поисковые группы и также продолжают искать.
Как вы слышали, сейчас опять собирают группу для поиска уже в лесу. Чтобы повторно просмотреть лес. Хотя уже он смотрелся несколько раз. Агашка, водитель УАЗика. Время есть? Спасибо. Вариант с животными исключен, так как здесь не обитают хищные животные, ни лисы, ни волки. Здесь компактное проживание людей, поэтому дикие животные боятся сюда приходить, поэтому они не были здесь замечены.
Да, отвечая на комментарий Даши Черной. Вчера ночью это уже был проработан этот план, уже и продолжен сегодня утром. То есть люди не заходили, а звали хозяев частных секторов, дворов, просили, чтобы те сами посмотрели или пропустили поисковую группу, да, чтобы она заходила, смотрела чердаки, подвалы, канализационные ямы, там, другие ямы, может, какие-то вот построечки, да, где мог спрятаться или, испугавшись, прилечь туда мальчик. Но никаких результатов это не дало. Уже почти сутки продолжаются поиски трехлетнего малыша, который вчера в отрезке от 17 до 18 часов вечера без вести пропал. Он играл рядом с домом в песочности со своей сестрой и братьями. И в районе 17-18 часов он пропал. И с тех пор неизвестно его местонахождении. Вчера собралось очень много людей, так как много было скинуто объявлений в социальные сети о том, что пропал ребенок, и неравнодушные люди приехали, дабы поддержать, дабы помочь в поисках этого ребенка. Около 3000 людей было по данным. Прошуредили, все проискали в районе, в радиусе 10 километров. Каждый куст, каждый камушек был просмотрен, каждый двор, но это никаких результатов, к сожалению, не дало. Также здесь находится рядом озеро, радиус, диаметр озера где-то приблизительно 35-40 метров. Там также сканировали дно водолазы, но ничего также не нашли. Также здесь работала техника, квадрокоптеры, сканеры, тепловизоры, но, к сожалению, это тоже никаким результатом не привело. Как вы видите, ближе к вечеру еще больше людей начали скопляться, чтобы помочь. Волонтеры также не прошли стороной, видите, сколько еды и воды оставили
для того, чтобы люди могли прийти и поесть. Если у вас есть какая-либо информация об этом ребенке, рост 110 сантиметров, светлые волосы, карие глаза, одет в серую футболку, в темно-синие джинсы, темно-синие шорты и белые тапочки. Если у вас есть какая-либо маленькая даже информация, которую вы считаете незначительной, то обратитесь, пожалуйста, к координаторам поисковых групп. Они есть на социальной сети Facebook, на странице «Крымская солидарность». Там есть номера телефонов этих координаторов поисковых групп. Они вам помогут, проконсультируют и выслушают вас. Если у вас есть возможность, то приедьте и помогите нам в поиске малыша. С собой нужно будет взять удобную и крепкую обувь, так как здесь скалистая местность и есть леса, где производится пеший поиск ребенка. А также лучше одеться потеплее, потому что ночь здесь прохладная. И обязательно возьмите с собой фонари, прожектора, батареи, потому что нужно будет освещать территорию, где будет вестись поиск. Скопление людей, опять формируются группы поисковые, вот они уже выдвинулись, выдвигаются, им координируют координаторы поисковых групп, дают им определенные задачи, определенные территории, чтобы это все было систематично, не хаотичное движение. Вы окажете нам большую помощь в поиске ребенка, если вы скачаете фотографию со страницы Facebook. На странице Крымская солидарность, там есть фотографии листовок, где изображен этот мальчик, и распечатав его, расклеите по общественным местам, автовокзалам, рынкам, паркам, магазинах и везде, где везде в общественных местах. Может, как-то у вас появится информация. Каждая мелочь нам важна. Каждая незначительная новость будет иметь значение в поиске мальчика. Не пренебрегайте малейшей же информацией. Кто проголодался, свежий влог, подходит, не стесняйся.
один человек, свободная машина. Один человек готовый пеший пойти. Один. Напомню, что вчера в поселке Строгановка Симферопольского района пропал мальчик 3 лет Муса Сулейманов, сын политзаключенного Руслана Сулейманова. Поиски ведутся со вчерашнего дня 6 часов вечера. Задействовано очень большое количество людей. Задействованы службы МЧС, кинологов, были водолазы. Работает поисковый отряд. Скоро будет сутки после исчезновения, после того, как начали поиски вести пропавшего 3-летнего мальчика Мусы Сулейманова. Также по Симферополю, по Строгановке в частности, расклеиваются ориентировки. Расклеиваются ориентировки, чтобы как-то облегчить поиск Мусы.
была совершена коллективная мольба за скорейшее возвращение Мусы Сулейманова, чтобы его нашли здоровым и невредимым, чтобы он обрадовал всех тех, кто его искал, чтобы он обрадовал своих родных. Тем, кто участвует в поисках, привозят также воду, привозят также лепешки. Спасибо всем тем, кто остались неравнодушными в этой проблеме. Пока ничего не слышно, пока ситуация остается так же, но если видно, выдвинулась группа на машинах вон еще туда на гору, вон там. Также выдвинулись пешим ходом. Пешим ходом в другие стороны, то есть постоянно группа приходит, группа формируется, заново уходит, формируя шеренгу, гряду, расстояние между собой 2 метра, и ходят, прочесывают территорию.
столько народу, это всего лишь малая часть, которая участвует в поисках. То есть это те, кто только что пришли, те группы, которые только пришли с обыска, с поисков. Очень много людей отправилось также обратно в новых группах. То есть это всего лишь малая часть. Сегодня вся Строгановка ночью была в фонарях. Поиски активно продолжаются. Вот туда вдаль улицы полностью забиты машинами. Озеро посматривали, были водолазы. Полностью со вчерашнего вечера и сегодня ближе к обеду они работу закончили. Сколько я знаю. Группы ушли в том направлении, пешим ходом. В том направлении. И на машинах поехали в ту сторону. Если вы видите, оставив машины, они поднялись выше на гору, чтобы ее прочесать. Новостей пока нету. Всем тем, кто захочет помочь принять участие в поиске, напоминаю адрес: Симферопольский район, поселок Строгановка, улица Азатлых, 8. Здесь на Кукурузной поляне происходит отправка поисковых групп. Да.
Ну, как бы варианты все прорабатываются. Уже из-за того, что не можем вблизи найти, уже и горы проходят люди. Все, что возможно, все, что видимо, все места группа отправляется, все места прочесываются. А в Инстаграме есть наша группа «Крымская солидарность». Туда тоже ведутся прямые эфиры. Группа приходит, набирает сил, отдохнув, снова отправляется в путь. Мы тоже хотим услышать эти слова о том, что его нашли. Но, к сожалению, пока ведутся поиски. Дело в том, что где камыши, там еще стоит вода. То есть территория очень большая, чтобы ее полностью срезать. Это специалистам более виднее, как в таких ситуациях работать.
ссылку сейчас скинуть не смогу. В поиске в Инстаграм наберите Крымская солидарность и увидите страницу Крымской солидарности. Если кто-то из подписчиков может скинуть, будем весьма благодарны. Нет, что солнце. Пирожки.
Напомню, что вчера в районе 6 часов пропал мальчик Муса Сулейманов по адресу поселок Строгановка Симферопольского района, улица Азатлых. До сих пор идут поиски по его ищут мальчика. Напомню, он был одет в серой футболке, в синих шортах. Если есть какая-то кого-либо информация, просим сообщить. Делаем дуа, прикладываем все усилия в поисках нашего братишки Мусы Сулейманова. Все переживаем за него. Брата, пауэрбанк? Духа. Они заряжены, да? Да, А пауэрбанк заряжен? Пауэрбанки заряжены и говорят, не знаю. Там если есть возможность, где-то поставьте. А у меня пауэрбанк уже. А, и шнуры нужны? У меня шнуры. Не надо? Еще батарейки есть. О, батарейки. Сюда, да? Угу, все. Так, батарейки вот пальчики, не пальчики, вот здесь все есть. Есть две батарейки, пауэрбанки.
Люди до сих пор находятся, те, кто выехали на авто наверху, прочесывают территорию. Радиус поиска Мусы увеличился. Напомню, что это здесь то, что вы видите на картинке, это всего лишь малая часть от тех людей, которые пришли на поиски, так как многие находятся сейчас в отправленных местах, куда их отправили координаторы, чтобы был порядок. Это все координируется. Ассаляму алейкум. Можете сказать, откуда приехали, как долго продолжаете поиск? Это прямой эфир. Приехали мы в Иркутский район. Как бы вчера приехали, получается, где-то, если не соврать, сам 10 Чуть-чуть громче, если можно. Да, пробыли здесь где-то, посмотреть по времени, где-то до 7 часов. Утра? Да, даже, может, раньше пробыли. До 6 отдохнули чуть-чуть. И где-то приехали опять где-то к 3 часам. В данный момент тоже опять поиск находимся. Джамат старается, ищет. Что-то результат вообще положительный. Жалко, конечно. Бедный ребенок. Сам один, если даже остался, он бы нашелся. Sabır versin, ana babalar. Allah razı olsun. Родители, получается, отец сейчас находится в заключении. У них в доме был произведен обыск в марте 2019 года, после чего его задержали и обвиняют в терроризме. Он является политзаключенным.
маленького малыша сама. Осталось по предварительной информации точнее на сегодняшнее утро радиус поиска был около 5 километров. Сейчас он, естественно, увеличился, так как отправили новые сектора. Малой ты не кипишной, да? Где мог бы этот ребенок, да? То есть сутки, как где мог этот ребенок все-таки быть, мы не знаем, но каждый раз, когда проходим эти места, уже бывает и повторно проходим, надеемся, что в этот раз, может, все-таки Мусу найдем, потому что вот как раз таки мы сегодня проявились, да, что мы никогда не оставляем своих детей. И еще бы хотел такой немаловажный момент, можно сказать, это важный момент. То есть мы знаем, что это его отец, это Руслан Сулейманов, да? И вот посмотреть на такую мощную поддержку, да, как получается. Вот этого нашего брата Руслана как бы обвиняют, окольно обвиняют в терроризме. И сегодня такой джимат собрался, за считанные секунды или за считанные минуты, часы, около 5000 человек пришли помогать террористу. Как? Поверить, что кто-то такие слова, да, такие? То есть получается, что мы приезжаем, помогаем какому-то человеку, который может нанести вред мне и моим детям. Это абсурд. Поэтому хочу сказать, джематна сау болыңыз, Аллах сіздерден разы болсын. Аллах субхану ва тааля якын күндерде, якын вакытта bizim din kardeşimizin, Ruslan din kardeşimizin Musa oğlunu sağ selamet etip Korantasına, kart babasına, kart anasına, anasına, konum komşularına sağ selamet etip kavuştursun ve burada oturup tekbirler getirip ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar getirip
o Korantadan beraber sevinip, o Korantadan beraber kulmege ve dua edip tekbirler getirmege hepimizge nasip eylesin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Напомню, что на месте работает также МЧС, кинологи, также войсково-спасательный отряд Лиза Алерс. Ты на своей уехал? Я тебя понял. А насколько ты не знаешь, что? Я тебя понял. Ну хорошо, я тогда тебя раскину. Свои квадраты, которые они осматривали. Можно сказать, Да, здесь в комментариях правильно указали, что в 19:00 будет смена отрядов. Приходите, не оставайтесь в стороне. Продолжать поиски. Надеемся, что к этому времени мы Мусу найдем. Но все же нужно делать максимум от себя зависящее. Чтобы продолжать еще с большими силами поиски. прямо, короче, на узкоцепленной припарковке тебе звонят.
Поснимай, да? Добровольцев все становится больше и больше. Люди без остановки записываются в группы. И отправляются на поиски небольшими группами по 5-10 человек. Отвечая на вопрос, зацепок официальных как бы никто не озвучивает. Дальше продолжают отправлять одну за одной группы в разных направлениях. Тебе надо было, Саня, переобуться. Ну идет, Саня. 285. Номера 676. 678. Четверо с вами. Сайт 57. Как у нас название нашего этого как было? Пойдем? Да, название группы Также постоянно приходят новые группы, новые, все больше и больше приходят людей с собаками, кинологов, как бы спрашивают вещи ребенка, чтобы искать, и их все больше и больше становится. Ходили там, проверяли, и ничего там не нашли. Были конкретно. Внимание! Кто прошел? Новые люди. Подходите. Есть еда, плов, пирожки. Люди неравнодушны, все продолжают привозить продукты питания, в том числе и плов, и айран привозят, и салаты привозят, лепешки, вода. Это вообще в избытке.
очень много людей неравнодушных, которые все, что могут сделать, хоть малейшую помощь оказать, хотя бы тем людям, которые ищут, они делают все себе зависящее. Короче, стройки есть дальние. Там на одной стройке, на втором этаже, по ступенькам поднимаешься, дверь стоит. Но вот такая щель. Мы туда никуда не залазили. Сейчас, да, вот я сейчас хочу туда отправить. Один на и там, кстати, меня удивил мужик, потому что он говорит, Также хочу сказать, что даже старик. Пока не найдется наш маленький братишка. смотри. Ты сейчас выходишь еще один раз прошел, еще один раз поворот, и вот ты вышел на эту машину. Идешь, вот здесь стоит трансформатор, детская площадка, такое большое поле. Вот здесь увидишь, где-то вот здесь должны быть огромное количество плит. И вот от плит идут вот здесь стройки, вот здесь где-то или вот это, стройка двухэтажная. Между ними точку поставь, да, где-то там. Двухэтажная стройка, и у нее лестница. Маршрут построен. Номер мой есть, если что, сразу. Вот люди пытаются отработать все малейшие зацепки, которые могут быть, да, то есть даже мизерные шансы, да, то есть на то, что наш маленький Муса может где-то остаться, где-то может
застрять, я не знаю, что, ну, что могло происходить, что он где-то может... Очередь добровольцев, вызвавшихся на поиск малыша, как бы не убавляется, то есть только наоборот прибавляется. Постоянно прибывают новые люди, новые группы, перезаписываются и по квадратам проходят всю территорию, окружающую Строганов. Напомню еще раз, что вчера вечером Муса игрался дома в песочнице и пропал. И со вчерашнего вечера, с 6 часов ориентировочно вечера, его, можно сказать, пол Крыма его ищут. Но пока безуспешно. Прошло уже почти 24 часа с того времени, как он пропал. И количество людей не убавляется, а только прибывает. Как бы группу людей поделили, да, то есть объявляли, что как бы вторая группа людей, то есть, ну, из основного наплыва, которые звонят, спрашивают, что делать, когда приехать, были направлены на 7 часов вечера. Хотя бы, чтобы какая-то смена была, потому что люди устали, люди лежат где только могут, кто может хоть какой-то маленький промежуток времени пытается поспать, чтобы дальше продолжать поиски. Брат, это трагедия всего народа. Мы здесь пришли, чтобы поддержать, чтобы мы были в чем-то хотя бы полезны, хотя все, на все воля Аллаха. Мы надеемся только на Аллаха. Сегодня мы ничего не можем сделать, хотя мы здесь. Мы уповаем только на Аллаха, все зависит от Аллаха. Но мы делаем от себя все возможное. Мы пришли сюда поддержать своих близких, друзей, родных, этих братьев своих. И поэтому мы должны это делать. Это наша прямая обязанность. Мы для этого и существуем как братья, мы мусульмане все, и наша прямая обязанность поддерживать друг друга. Мы этим только и должны, об этом только и думать. Посланник Аллаха сказал, кто утром проснулся, не поблагодарил Аллаха и не подумал о своей умной, как он не из нас. Мы быть такими должны быть, мы к этому должны стремиться всегда. И наш народ должен объединиться, к этому мы должны идти все. Мы должны изучать свою религию, друг друга тянуть к этой религии, и только религия нас объединит. Мы должны быть братьями, как не просто слово, чтобы это было, а действительно, чтобы мы переживали, каждый в семье, чтобы переживали вот за это. Кто не может прийти сюда, чтобы он делал дуа Аллаху, чтобы Аллах помог нам пережить это. Это очень большая трагедия. Мы должны все от себя зависящее сделать, чтобы помочь в этом деле друг другу. Это наша прямая обязанность. Аллах cümlemizden razı olsun, kegen halkımızdan Allah razı olsun hepsi. Hepimiz bir olmak borçluyuz. Birleşmek borçluyuz. Belalar olan vakitte. И вообще мы должны быть всегда вместе. Аллах разу olsun. И вот он сказал, один из братьев и говорит. Аллах сделал так, что мы 2,5 месяца намаз не читаем. Теперь вот Аллах знает, что мы читаем. Вот он нас вот так испытывает посредством этого. Я сижу на месте. Я устал, но хоть бы проявлять.
Также я еще раз напомню, что люди, да, неравнодушные к этой проблеме, привезли очень много продуктов питания. Очень много. И напитков всевозможных, да, то есть и лепешки, и самса, и бутерброды. Делают и чай, кофе вообще без остановки. Плов. Все это раздается. Братья привезли вплоть до пирожков. Айран, сладости печеные. Печеная коробками лежит. Мне хватило, например, Это все люди, да, которым не безразлична проблема. То есть проблема всей уммы, да, то есть проблема мусульман, крымских татар. То есть кто как может, так и помогает. Кто едой, кто питьем, кто поисками, кто транспортом, кто просто оказывает моральную поддержку. Это небольшая часть воды, которую люди привезли. Также здесь и лепешки есть. Также большая масса воды находится под зданием. В тенечек занесли ее. Еще довольно большая часть воды лежит здесь, возле столов раздачи. По любой просьбе, да, то есть и без просьбы, да, людям предлагают и напитки горячие, и прохладные, и еду. Также люди ездят и на квадроциклах, и на мотоциклах отдельно, группами. Постоянно они чередуются, одни уезжают, другие приезжают, без остановки. Также много телевизионных каналов, освещающих эту общую проблему. А, во дворе? Все, я понял. Я сюда вышел, что-то где-то. Вот приехали наши адвокаты.
привезли еще продовольствий. И как вообще проходит сейчас? Ну, есть какая-нибудь информация о том, ну, где находится ребенок? Ну, что вообще в этом К происходит? сожалению, пока никакой информации такой достоверной нет. Тягивается джимат и стоит в стороне. Вот нам передали владелец магазина воду для того, чтобы, так как сам пока не может участвовать в поисках, ну, решил вот таким образом поддержать. Альхамдулилля, люди поддерживают и стоят в стороне. Это пока все на сегодня. Чок Саунс. Видите, даже в магазинах люди не остаются в стороне, не участвуют. У тебя это было бы, вообще было бы супер, да? Идет к микрофону? Я сразу понял, как это
очень много. Иншаллах. Будем обплюсывать. Сейчас мы попробуем. Возьмем комментарий активистки Лутфии Зудеевой. Можете в данный момент, если что, какая работа проведена, какая проводится? Сейчас несколько мобильных групп выехали в центр Симферополя. Они отсматривают, просят у владельцев магазинов и других каких-то предпринимательских точек отсматривают камеры наружного видеонаблюдения, потому что поступила информация о том, что сегодня в районе 2 часов дня видели, что ребенок в похожей одежде вместе с какой-то женщиной передвигался в направлении от Кечкемецкой к Москальцу. Поэтому, чтобы проверить эту информацию, убедиться в ее достоверности или недостоверности, туда выехали мобильные группы, и они сейчас проверяют эти видеокамеры. Огромное количество продовольствия привезли. Днем мы писали пост, просили людей поучаствовать, подвести напитки, горячее питье, бутерброды для поисковых групп. Чох Сагул у нас, всем большая благодарность, отозвались со всего Крыма и привезли просто такое количество еды здесь, и бутерброды, и плов, и хлебобулочные изделия, и напитки в большом количестве. Кто-то привез, разгрузил целую машину. Этого более чем достаточно, поэтому Чох Сагул с Джемат на данный момент можно уже больше ничего не подвозить, а просто подъезжать к 7 часам вечера для того, чтобы принять участие в поисках Мусы вместе с оперативным штабом, потому что человеческих ресурсов по-прежнему не хватает. Мы знаем, что территория большая и радиус поисков расширяют, то есть уже ищут не только в Строгановке, не только рядом с этим поселком, а ищут по всему Симферопольскому району. Поэтому, если вы можете принять участие в поисках, у вас есть свободное время, силы, подъезжайте. Только не забывайте одеваться тепло, потому что вечером будет ветрено и холодно. Обязательно берите с собой фонарики, берите зарядные устройства, одевайте закрытую, удобную обувь, потому что здесь достаточно неровная дорога, здесь холмистая местность, поэтому нужна удобная обувь. Ну и это все, что известно на данный момент. Правоохранительные и надзорные органы пока никак не комментируют какую-то официальную версию, то есть мы не знаем, пропал ли ребенок, украли ли его, то есть и не озвучиваем никаких версий, потому что все эти версии пока отрабатываются и изучаются. Вот. И мы призываем людей, которые следят за комментариями, следят за развитием ситуации, сохранять голову в холоде, да, меньше эмоций, больше здравой какой-то реакции, внимательно относиться к той информации, которая распространяется, потому что мы столкнулись с тем, что много недостоверной информации распространяется, в том числе и о том, как происходило исчезновение ребенка. Поэтому следите за эфирами Каради Ньюс Продакшн или Крайми Антатарс, за эфирами Крымской солидарности. Ряд средств массовой информации регионального уровня здесь. И сегодня здесь работали даже средства массовой информации федерального уровня. То есть на данный момент прилагают все силы для того, чтобы найти ребенка. И я надеюсь, что общими усилиями нам удастся найти. Правоохранительные органы выполняют свою часть работы. Добровольцы и волонтеры выполняют свою часть работы. И я очень верю в то, что все вместе мы найдем Мусу как можно скорее. И я повторю еще раз то, что говорю практически в каждом эфире. До тех пор, пока мы не найдем ребенка, наших усилий недостаточно. Поэтому, пожалуйста, приезжайте, присоединяйтесь. Усилия каждого из вас имеют значение.
нами была Лутфия Зудиева, активист Крымской солидарности. Да, со стороны школы и в обратную сторону, фактически место, в сторону Свободу, хотя бы один квартал. Так что нам сообщили, что выехали мобильные группы, чтобы посмотреть записи с видеокамер, находящихся в городе, так как поступила информация о том, что похожего мальчика видели с какой-то женщиной в районе улицы Кишкемецкой города Симферополь. На данный момент ездят мобильные группы. И координируются непосредственно координаторами со штаба поиска. Мы временно завершаем свой прямой эфир. Чуть позже снова увидим. Оставайтесь с нами.
басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызны сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханитлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? Бин жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз эфенділер, егіңіз башларыңызны. Тітрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз жықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз эфенділер. Ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaydık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri.
ада бізлеріні ветанымызға, сайып алайық қырымызға, қырымлар қалби, тек сана әман, әждатлар ярыны бағышла. Амин.